Доброго времени суток. Решил записать чуть-чуть интро. Несмотря на то, что у нас почти что 400, казалось бы, мало подписчиков, да, но при этом уникальных посетителей, те, кто смотрят канал, это больше 14 тысяч за ближайшие 28 дней. И всего просмотров больше 42 тысяч за ближайшие 28 дней. Так что это достаточно немало. И что это мне говорит? Это мне говорит о том, что большое количество новых зрителей приходят, те, которые еще не знакомы с самим каналом. Приходится объяснить, что здесь можно найти, что здесь нельзя найти. Вот поэтому, если вы уже устоявшийся подписчик, вы знаете, куда пришли, то, пожалуйста, в описании там есть тайм-коды. Сразу можете тыкать на тот тайм-код, который вам подходит. Пропускайте это видео. А если вы впервые на канале, то, пожалуйста, послушайте эту информацию, потому что она может вам помочь в том, чтобы сэкономить ваше время. Допустим, вы можете прийти на канал, исходя из какого-то названия. То есть вам, допустим, понравилось какое-то видео, и вы приходите и хотите посмотреть конкретно это видео, но какие у меня ограничения есть? Вот здесь вот помещается буквально одно какое-то название. И если в видео есть 5 каких-то моментов, я должен выбрать всего лишь одно и вынести сюда. Я не снимаю инструкции. Я категорически против инструкций. Объясню почему. Потому что когда вы скачали какую-то инструкцию, то там человек, который разбирается в том, что он делает, в среде, которая не такая же, как у вас, показывает, как он добивается результата, но у него знания тоже не всегда такие же, как у вас. Поэтому для вас это часто может быть неприменимо. На чем я концентрируюсь? Я концентрируюсь на то, чтобы люди, которые хотят создавать свои IT-продукты, они нарабатывали свои навыки. И благодаря вот тому, что я показываю, это как раз преодоление сложностей, это моя жизнь, это вот будни веб-код-блогера США. Я создаю IT-продукт и даю подсматривать за моей жизнью. То есть вот это то, о чем канал. Это не инструкция, что вот вы пришли и все видео будет вот конкретно об этом. Нет, я стараюсь вот помочь таким же людям, как я, вклиниться в разработку. У меня коммерческий опыт первый был, наверное, в 2018 году, когда я первые деньги заработал, и мне заплатили за фуллстак разработку. То есть я еще помню, как это писать все руками. Да, но сейчас вот я наблюдаю научно-техническую революцию, и я работал в том числе как проект-менеджер и как автоматизатор-тестировщик, и я управлял небольшими командами разработчиков, дизайнеров, тимлида. И я сейчас наблюдаю, что с этими инструментами за час я делаю то, что команда из 4 людей делала за неделю. Даже когда мы им покупали курсор с встроенным ИИшкой, то вот достаточно все долго было, пока не появились вот такие вот технологии, как Command Line интерфейс, когда непосредственно искусственный интеллект имеет доступ к файловой системе. То есть вот это был просто прорыв, которому я не могу никак нарадоваться. Да, и вот вы, зрители, можете просто посмотреть видео моего канала, допустим, с самого начала там глянуть, как настроить окружение и как создавать ваш продукт, то это может вам помочь самостоятельно создавать продукты. Какие у нас есть плейлисты? Я создавал сайт,
То есть вы можете, ну, все. То есть многие там говорят, за 20 минут создал сайт, и все работает. Я не знаю, я, по-моему, домен, наверное, 20 минут выбирал, какое имя выбрать, потом к какому хостингу это все подключить, потом маршрутизация, потом настраивание имейла, чтобы все срабатывало, потом, чтобы автоматически заливаете код на GitHub, и чтобы он подтягивался на сайт. Но я не знаю. Ну, то есть у меня это выходит где-то как минимум 30 часов. Но учитывая то, что за 30 часов вы действительно создадите ваш веб-сайт, и все шаги показаны с ошибками, с преодолением, с тем, как я ищу, нахожу и решаю проблемы, это помогает вам получить вашу IT-насмотренность, чтобы у вас все получилось. Вот, допустим, создание сайта с нуля, 27 видео. А потом, ну, то есть создается вначале какой-то сайт, потом он улучшается, потом подключение туда платежной системы, потом мультисайт засеошенный, установка, настройка окружения, да. То есть здесь по плейлистам можете побродить и посмотреть. Что я могу сказать, что сейчас вот мы продолжаем мобильную разработку, и если вы вклинитесь сразу там в какие-то 30 какая-то серия, вам будет непонятно, почему там Диего ненавидит Рауля, да, поэтому если вы впервые вот увидели это видео, понравилось вам название, вам лучше все-таки перейти по ссылке и посмотреть всю мобильную разработку сначала. Вот, тогда у вас все будет полный контекст, что происходит и почему то, что происходит сейчас, это интересно и классно. Также я провожу хакатон. Ну вот да, я работаю только в том окружении, которое я показал, как настраивать. То есть вот все, что я работаю, все, что непонятно, вы просто заходите вот сюда, вот настройка окружения, и все показано по полочкам, как все настроить. Так что полная прозрачность. Так, насчет хакатона, если хотите получить опыт быстрой разработки, если вы желаете получить, может быть, грамоты участника или победителя, то вот так вот это приблизительно все выглядит. Вот такая страница участников формируется, судьи и вот такие вот дипломы. Диплом победителя здесь, в этой номинации, вот этот человек выиграл первое место, а в этой номинации выиграл третье место. PDF можно скачать, и там вот есть еще, получается, ссылка на проверку. То есть, когда человек скачивает этот диплом, это тот же? Давайте проверим. Да, тот же. Хорошо. Вот, то он перебрасывается на сайт, где можно проверить этот диплом, что это не сам человек нарисовал. Ну и QR-код тоже сюда же ведет. Вот, так что если вам, может быть, нужен или полезен будет диплом хакера, может быть, вы выходите в инвестиции какие-то, может быть, вы личный бренд качаете или там бренд вашей компании, то вам есть смысл поучаствовать, победить. Вы просто на регистрацию заходите сюда и добавляйтесь, пожалуйста, в Discord. Там будет актуальная информация, на какой площадке будем проводить и где, как это будет. 2 судьи из США. Так что я планирую еще одного судью добавить из Magic 7, из фангов, ну, то есть там Google, Meta, Facebook, из этой фаланги, так что я считаю, что судейство прикольное. Вот, так что добавляйтесь. Окей, вот такое вот интро, где вы, что вы, чего ожидать и чего не ожидать, чтобы, если вы впервые, вы знали, что по названию судить о содержании не надо, и что нужно смотреть именно сериал с первой серии и вот уже до конца. Окей, мы продолжаем мобильную разработку. Добро пожаловать. Доброго времени суток. Сегодня я хочу выбрать ноутбук. У меня мой постоянно крашится. Я надеялся, что
Lenovo заменит его по гарантии, но менеджеры как-то очень не спешат с этим вопросом. И я понимаю, что, наверное, буду ждать месяцы до факта результата и хочу присмотреть, что может подойти мне, как человеку, который пишет код при помощи искусственного интеллекта, и в том числе, который пользуется Candy как надиктовывалка, которая работает через Whisper Large, который рендерит на видеокарте. И в том числе я веду нарезку видео и рендеринг видео для канала. Поэтому вот такие вот две задачи, наверное. Кодинг при помощи искусственного интеллекта, надиктовывание, ну и блогинг. Так что вот сегодня подберем такую вот модель, которая получше этому будет соответствовать. Так. Ноутбук. Выбор chose, как произносится, помню, как пишется, не помню. Выбор ноутбука 2026. Нет, выбор десктопа компьютера. Я изначально как-то думал про ноутбук, а потом посравнивал видеокарты, и оказывается, что видеокарта, которая встроена в ноутбук, она приблизительно в 4 раза слабее, чем десктопная. Поэтому думаю, за те же деньги можно взять десктоп, но получше и производительней. Поэтому я, наверное, буду выбирать десктоп. Ну, я не знаю, пока что приватный проект. То есть, если вам будет полезно и нужно, то напишите в комментариях, я, может быть, тогда расшарю. Ну, а так просто саму логику я покажу. Так. Нужно ли дать кому-то доступ? Я думаю, да. Так, сейчас войдем в Git. Двухфакторка. Один восемь. Ага, уже 7.06, 1.7. Отлично. Добавить людей. Веб-код. Блогер. А если вы помните, то я создал отдельную учетную запись для ИИшки и работаю внутри организации, чтобы больше возможностей было по контролю пиаров. И для изоляции работы ИИ, потому что если он работает как приглашенный в репозитории, то он не может обходить правила как администратор. То есть вот такие вот штуки здесь были сделаны. Получается, создал репозиторий, и в нем уже начну работать.
Вроде бы уже подтянулось и должно... То есть я здесь залогинен как пользователь, который, по идее, должен. Pending invitation. Да, уже принят. Давайте заново войду. Или я неправильно вбиваю? Ну да, комп там же есть. Почему-то не находит. Давайте попробую через ссылку. Через ссылку сейчас стяну. Проект. Это мне необходимо залогиниться через через Оперу. Ну, по-моему, там что-то оно не срабатывает. Как-то некорректно работает. Угу. Сейчас попрошу стянуть. Попрошу стянуть через стяни в... Давайте откроем в Explorer. Копируем и вставляем. А у него уже там CLI доступ к GitHub, поэтому он это все быстренько сейчас сделает. Готово, скачал. Давайте попробуем открыть этот проект. Так, как называется там? 2006 в конце должно быть, да? Я не вижу. Я ему не то скачал, не ту ссылку дал. Не ту ссылку дал, понял. Почему-то не скачалась эта ссылка. Ой, это. Ну да, понял правильно, куда. Отлично. Теперь должно уже получиться. Я не транслирую свои клики и нажатые кнопки. Все затранслировал.
Так, входим, находим нужную папку. Это не нужная папка. Вот это вот нужная папка. И стираем концовку. И что-то там на комп было, да, или что? И откроем здесь, да. Отлично. Ну, больше в терминале мне не хочется работать. Именно в терминале PyCharm я от него ушел в пользу командной строки, потому что там корректно срабатывает Escape. Ну да, тут он автоматически крашнулся, когда я сменил проект и нажал «Открыть здесь». Копируем ссылку на этот проект. Заходим именно в него и запускаем уже клауды здесь. Смотрим, bypass режим включен, отлично. Я хочу сюда скопировать какие-то видео, точнее данные. Это автоматически созданный скрипт, мы его удаляем. Я создам папку «Нагрузка». И в него сохраню две папки. Ой. Странно. Тут было больше файлов. Да, добавить. Нагрузка во время записи. Вроде бы ничего не стирал, но ладно. Кодирование как раз есть, а во время записи нету. Может быть, я туда ничего не скопировал. Вот это правильные файлы сюда. Да, это запись. И это запись. Хорошо. Да, добавить. Теперь у нас тут все есть. Откроем дополнительные клауды. Он у нас будет только отвечать за распознай в тексте все файлы из-под папок. Давайте переименуем его. JPEG to тексты. А здесь у нас будет давайте его по привычке назовем dev, хотя он будет у нас исследователь. Запустим Handy, чтобы наниктовывать. Ну да, он уже запущен. Сегодня хочу при помощи тебя подобрать какой-нибудь десктопный компьютер,
для того, чтобы он был, ну, чуть-чуть, может быть, на вырост. Какие у меня задачи? У меня использование искусственного интеллекта, допустим, 5-6 агентов одновременно, которые работают, то есть это нагрузка на процессор, а в том числе еще бывают тесты, тоже нагрузка на процессор. Основное, наверное, то, что это запись видео и кодирование видео, то есть вот, наверное, основная задача вот это. Я хочу поиграться с конфигурациями. Наверное, мы с тобой попытаемся собрать 2-3 конфигурации, чего вообще можно хотеть. Вот. Это такие вот общие вводные. Давайте я подумаю, что тут можно сделать. Здесь конфигурации, наверное, создам папку. Конфигурации. Так, ну... Дешево. Потом вариант 2 видеокарты. Да, но это не туда я создал папку. Сейчас рефактор сделаем. И сделаем топ. Одна видеокарта. Что у нас еще? У нас тест производительности в DaVinci Resolve. Наверное, да. И, наверное, нашу политику партии скопируем. В каком проекте? Ну, допустим, у меня сервер, там, наверное, будет хорошая политика партии. Cloud Instructions копируем, вставляем. И что-нибудь еще. Проект дизайн, допустим. Так вот, базово инициировали проект. Здесь закрываем. Сбросим ему прочесть. Здесь скажем: вычисти, пожалуйста, проект дизайн от лишнего, прочитай структуру папок, и, ну, надо будет вот этот вот документ его надо будет обновлять по мере того, как мы двигаемся.
Я бы еще, наверное, все-таки накатил и проверку. Из этого проекта возьми искусственный интеллект проверку, но возьми не Opus модель, а Sonnet и активируй, чтобы в этом проекте искусственный интеллект ревьювер срабатывал на припуше. Когда освободишься, ближайшая задача, я хочу, чтобы ты нашел в интернете или, допустим, создал субагента, который будет искать в интернете для тебя информацию по производительности видеокарт 4090, видеокарты 5080 и видеокарты 5090 для кодирования в DaVinci Resolve. Исходные данные, что загружаются при кодировании, у тебя уже есть в текстовом виде в проекте. Изучи и именно запусти то, что нам нужно. Поиск в интернете. Какой результат нужен? Мне нужно, чтобы ты выдал URL ссылки. Эти URL ссылки ты мне напишешь здесь в чат. Я скачаю оригиналы, и ты их уже проанализируешь из локалки. Не доверяем внешнему агенту. Так, конфигурации, а здесь мы первые источники. И здесь производительность в DaVinci. Цены на товары. Анализ спецификации. Что он там? Я обязан это проверить, а не молча скопировать. Сначала проверю окружение этого проекта, от него зависит, заработает ли вообще. Да, окей, делаем. Может быть, какие-то задачи нам надо будет давать браузерному. Хотя я не люблю через десктоп работать. Он мне кажется какой-то медленный, не такой информативный. Да, у него есть доступ к браузеру, но если я все скачаю в проект, то какое преимущество в нем? Так, он пока что накатывает AI-проверяющего. Фактически, что мы оставляем для AI-проверяющего, он проверяет не тесты, а просто приведение проект-дизайна в соответствие тому, что являет из себя проект в данный момент. Это вот единственная у него функция, а все остальное из и проверяющего можно убирать.
Давайте еще запустим исследователя. Пока он среду настраивает, то мы уже можем здесь что-нибудь сделать приятное, хорошее. Привет. Я делаю кодинг при помощи создания видео и компилирования видео при помощи DaVinci Resolve. А сейчас ты видишь, какая видеокарта у меня. И в папке, которая называется я тебе скопировал точную ссылку. Там лежат тексты файлы, которые ты можешь зайти и посмотреть, какая нагрузка сейчас при записи и при рендере. И мне необходимо, хотя это, наверное, лишняя для тебя информация, можешь туда и не смотреть. А что мне необходимо? Мне необходимо найти, как рендерят в DaVinci Resolve 3 видеокарты. 4090, а следующее это 5080 и 5090. Я хочу, чтобы ты нашел мне конкретные URL файлы, URL ссылки на эту информацию в интернете со статистикой по этим видеокартам. Ну, с каждой отдельно или там сравнение, там неважно. Просто именно по DaVinci. Так, здесь мы ищем исследователь. Пока мы нет первого коммита. Commit, push, merge. Сделай. Так, это то, что у нас по факту из картинок перевелось. И мы сейчас понакачаем здесь всего. Dev. Пусть он будет действительно девом. Давайте еще одного запустим. Так, это будет анализ или выводы, наверное. Выводы. Так, из какого проекта надо вытащить, наверное... В этом проекте есть уже готовые скрипты по автопросыпателю, чтобы ты автоматически, ну, точнее, бойлер или как-то там так называется, то есть робот ищет, когда в загрузке поступает новый PDF и уведомляет тебя, автоматически он из PDF делает уже текст и файл, а ты просыпаешься и сохраняешь файлы по нужным папкам. Если это не релевантно, то стираешь, если релевантно, то копируешь. В принципе, я хочу, чтобы мы хранили PDF плюс TXT
вместе. Понял ли ты задачу? Ну и примени вот эти вот файлы из этого проекта в наш текущий проект, чтобы они работали, чтобы тебя вовремя все будило, если я что-нибудь новое скачал в загрузке. Ну да, действительно, у нас dev тут разработчик разрабатывает что-то. Исследователь вроде бы понаходил, но вначале мы хотим запустить. Хотя можем пооткрывать. Сразу под ветом открываются почему-то. Видите, сразу две вкладки абсолютно одинаковые. По названию вроде бы все то. Краткая выжимка цифр, чтобы понимать масштаб. 5090 против 4090 в DaVinci быстрее на 7-33% в экспорте, максимум в H245. То есть ему нужно еще параметры, в которых мы экспортируем. Так, эта ссылка битая, она просто не открывается. Перенесу сюда. И открою. Где-то у меня там были записи. И сохраним это как параметры кодирования. Так, первоисточники, нагрузка. Я думаю, это в нагрузку можно. Это в быстрое 4К кодирование. Я думаю, сюда логично разместить. Параметры кодирования .txt. Я думаю, да. MD там не нужен нам. И вот наши параметры, как мы кодируем. Думаю, где-то так. Пусть будет. И это можно нашему исследователю скормить сразу. Это настройки рендера. Сравнивать нужно будет по ним. GPU bound, задачи до 35, в реальном тесте, ролик 53 минуты. Ну, то есть он говорит, что разницы особой нету. Применимо на уровне DaVinci на 10% быстрее. 4080 Super, отрыв 5090 в DaVinci Studio сужается до 14%.
самая быстрая, но в AI задачах субтитры, сцен-кат местами почти как 4090. Главная фишка 50 серии для тебя, как для рендера видео, новые NVENC. По-моему, как раз именно на нем и кодирую H265. Да, по-моему, именно с ним и делаю. Но не 10 бит. Декодится более чем вдвое быстрее, чем софтверно. Ну, непонятно, но ладно. Понял, зафиксировал твои настройки рендера. Это важный нюанс, потому что он меняет, какие именно бенчмарки релевантны, твои параметры рендера. 230 FPS на твоем текущей карте, формат кодека MP4 H.264, энкодер авто, разрешение 4К, частота кадров 60 FPS, пресет performance, RAID контроль, VBR 60 мегабит в секунду, эффект шумоподавления. Ключевой вывод — это чистый аппаратный NVENC рендер без эффектов. Это критично для сравнения, потому что в таком сценарии работает не CUDA ядра растер, а отдельный блок энкодера. Да, вот этот вот новый 50 серии, наверное, подходит. А значит, общие бенчмарки не подходят, где намешаны эффекты шумодав, AI. Тут не показательные, они завышают разрыв между картами. Дай проверю цифры именно по NVENC. Ну, в общем, по вот этой штуке. Получил ключевые данные. Теперь сравнение под твои конкретные настройки. Выглядит совсем иначе, чем общие бенчмарки, что реально определяет скорость в твоем сценарии. Твой рендер чистый H264, значит, решает количество и поколение аппаратных энкодеров, ну да, NVENC, или как оно считается, а не мощность карты вообще. RTX 4092 энкодера, поколение 8, RTX 5082 энкодера, Blackwell, и RTX 5093 энкодера, 9 поколение. DaVinci умеет дробить один экспорт на несколько энкодеров параллельно. Отсюда практические выводы именно для H264 4K. 5080 против 4090 по чистому будут примерно равны, оба по 2 энкодера. 9 поколение дает прирост качества в основном на HEVC, а не на почти 5090 за счет третьего энкодера дает до 50 больше пропускной способности. Именно отсюда маркетинговая цифра NVIDIA 5090 экспортирует на 60% быстрее, чем 4090. Она по многоэнкодерный аппаратный экспорт, ровно твой случай. Поэтому budget bench, баллы тебе не подходят. Там намешаны разные штуки. Угу. И реальные, ну, то есть вот эти вот две карты, они более-менее одинаковые. Хорошо. Выводы, что мы с тобой сейчас здесь обсудили, и что ты понял, что ты узнал, зафиксируй в MD-файл, вот в эту папку. Первое, я не люблю пикеры, мне их больше, пожалуйста, не подсовывай, это первое. Второе, то же самое, что там в том проекте, сделай в этом проекте. Я скачиваю PDF-файлы в загрузке,
робот их сразу конвертирует в TXT, уведомляет тебя, ты перекладываешь в нужную папку. Я тебе все сказал, и еще вопросы могут быть. Обновил ли ты проект дизайн? Давайте сразу глянем, у нас обновлен он или нету. Проект дизайн, ну, вроде бы закомичен. Давайте глянем структуру папок. Я не вижу, чтобы он его обновил. Приведи проект дизайн в соответствие с текущим проектом, и в том числе, ну и сразу мерджи. Честно, нет, не обновил. Ну, мне тут причем честно сделай. Готово, создал файл. Указал ли ты в этом файле, что мы именно говорим про DaVinci Resolve, и в этом контексте ты анализируешь именно те параметры моего кодирования, потому что там разные тесты для DaVinci, для Adobe Premiere и всего остального. Этот настраивает автоскачивание. Видите, я как бы знаю, что он не добавил, хотя я не читал. Теперь ты уже знаешь, какие тесты для нас релевантны. Я бы хотел скачать правильные тесты в отношении наших видеокарт, чтобы проверить твои, ну, как интегральные знания по этой ситуации. Просто проверить их. Если у тебя есть возможность найти именно целевые бенчмарки, там, где есть в том числе то, что мне необходимо, там может быть дополнительно много мусора, но просто чтобы там была в том числе наша нужная информация, то вот дает такие ссылки, что скачать. Так, давайте я сам для себя план составлю. Так, исследователь. Смерджи. Давайте я план составлю. План, txt, да, пусть будет md. Так, выбрать видеокарту. Выбрать одна видеокарта или две видеокарты. Есть, ну давайте подпункты пусть будут тут. Есть ли такое? DaVinci поддерживает ли? Что по цене? Еще вести учет энергопотребления. Я не уверен, что у меня длительно тут сможет работать больше 1000 Вт.
может там счетчики повыбивать. Вопрос более 1000 Вт. Или нет. Наверное, где-то так, да. И материнка на вырост. Возможность сменить на 50-90 в будущем. Хорошие шины. Наверное, вот такой вот план. Сейчас пока что выбираем вот видеокарту. Так, исследователь смерджил. Есть ли URL? Лучший способ проверить мои выводы — скачать сам тест. Budget Bench. Так, это первое. Это второе. А что тут по паролю? Прям вход. А ты проверил ссылки, которые ты мне дал? То есть там... Budget Bench for DaVinci Resolve. Это что-то устанавливается, и я должен это прогнать на своем компьютере. А давай коротко ты мне объясни, как это все работает. Я не до конца понимаю. То есть мне необходимо сравнить видеокарты, которых у меня нету. Ты мне говоришь скачать что-то и прогнать локальный тест. Ответь до 40 слов. Так, что у нас тут по выводам? Do you want to proceed? А что? У него там нету bypass режим. Вот он же bypass режим. Этот настраивает автоскачивание из загрузок. Dev еще работает. Вот так вот я выбираю компьютер. Budget Bench — это программа, ставишь поверх своего DaVinci, прогоняешь, получаешь балл свою RTX 4070, а баллы 4090 уже есть в их онлайн-базе. Так мне не надо баллы 4070, мне надо баллы 4090, 5080, 5090. Так что ты мне дай что скачать, а не что установить. Он, наверное, имеет в виду, что он уже раньше дал мне ссылку. Наверное, это были правильные ссылки. Просто он так написал: это многое меняет, то, что ты описал. О, прикольно. Все три в одной статье, говорит. Как-то всего много открылось. Я не понимаю, я поручу это браузерному.
Так, у нас другая папка. Нам надо сменить папку. Выводы не смерджил. Смерджи. Да, доверять этому проекту. В исследователя нашего зайдем. И скопируем вот эти вот данные. Я захожу по этим ссылкам, но там что-то непонятное. То есть там надо найти эту информацию. Если ты найдешь, что это правильные ссылки и правильная информация, то, что мне надо, то просто скачай PDF-файлом в загрузке в стандартное место Google Chrome. Вот, запустили. Это не он, это робот. Где-то здесь он должен быть. Так, получается, из чего у нас компьютер состоит? Материнка, блок питания, коробка, центральный процессор, оперативка, видеокарта, что-то там, по-моему, охлаждение дополнительно может быть. Так, что у нас пишет этот? PDF сохранен. Окей. Давайте глянем, подхватил ли наш этот. Что он все спрашивает? Ты в... спрашивать. Зачем он что-то меняет? Там все работало. Что-то там пилил. Хорошо. То есть вот этот вот у нас уже будет делать выводы, вытаскивать все. Так, разраб у нас, dev приведен в соответствие с merging. Главное про сам ревьюер, честный механизм отработал на отлично, на припуш реально заблокировал пуш, но обоснованно Сонет оказалась галлюцинацией. Он написал, что план MD есть в git, ls добавлен на коммите. Чисто глюк.
выдуманная бит-история, вместо того, чтобы реально ее проверить. Поэтому я смерджил через NoVerify. Замени Sonnet на Opus 4.8. Открытые хвосты требуют твоего внимания, план МД пустой. Как это пустой? Я его писал, но хоть не удалил никто ничего, хорошо. Да, давайте по-быстрому зальемся. План. А то эти еще умники сотрут все. Это я вот этими вот руками все писал. Ой. Ой. У меня нету авторизации. Смерджи. Вот так, доизолировался. Искусственный интеллект отизолировал, себя отизолировал. Новый антракт файлы, параметры, все, он все настроил. А вот это смерджит и все. Так, это разовое действие было. Исследователь у нас. Что он тут делает? Давайте посмотрим, что показали реальные данные RTX. Всего наш параметр. Ну, 50-80, по-моему, еще дешевле стоит и лучше работает для кодирования видео. Вот это вот идеально. И совсем небольшой прирост от 50-90, который стоит в 3 раза больше, чем... цены, еще важны цены. Цены. Он так и не смерджил. Смерджи. Так, готово, что сделал, сохранил. Давайте глянем, куда он сохранил. Первоисточники, наверное. Производительность в DaVinci. Какие твои выводы? Я выбираю десктопный ноутбук, который будет подходить под мои задачи. Задачи ты мои знаешь, что бы ты посоветовал, что есть смысл брать? Ну, дальше уже в основном будем с вот этим, который выводы делает, общаться с ним. Он уже будет выполнять основную разгребающую работу. Хотя нет, исследователь. Найди мне, пожалуйста, цены по этим видеокартам. И это тоже должны быть первоисточники. Факт. Так, выводы поднимет основные цифры. Хорошо. Хочется купить так, насколько я понимаю, рынок сейчас. RTX 4090 стоит где-то $2000, RTX 5080 где-то
1500, RTX 5090 стоит что-то вот дороже $4000. И по производительности сочетание цена-качество пока что RTX 5080 это вообще идеально. Стоит дешевле всего, по производительности практически как самая дорогая. Ну, очень подмигивает мне пока 5080. Ну и сильно дешевле. Это тоже, конечно, большой плюс. Так, приоритет на вырост RTX 5090, 4X твоей текущей VRAM, стена впритык закрывает навсегда, лучший декод и компьютер, плюс 30 к 4090. Единственная карта, которая разом чинит все три твоих узких места. А по цене ценности RTX 4090 можно БУ 24 гигабайта с огромным запасом. В Resolve отстает от 5090 немного, часто заметно дешевле. Все равно разносит ноут. Не бери под твою задачу RTX 5080. Компьют сильный, но 16 гигабайт на вырост, и для локальных LLM мало. Как написана задача, под что я выбираю? Коротко. Ну, что я вам могу сказать? LLM-ка нормальная никакая не поместится на 32 гигабайта, то есть здесь ничего нельзя развернуть. То есть если брать что-нибудь для LLM-ки, это отдельная там совместная память, она медленнее, но там 100 гигов совместной памяти. Там уже можно разворачивать какие-то LLM-ки локальные. То есть я сейчас сижу полностью на подписке и использую дата-центры. А ты мне что советуешь? Советы по тому, что мне надо, а не то, что ты выдумываешь какую-то фигню. Так. Здесь я запишу ЦП. Многопоточность. Гарантированная номинальная частота под нагрузкой не пиковая. Строго под твои задачи. Ну как он отмазывается красиво? Строго под твои задачи. Без выдумок. Под задачу DaVinci основная сюда деньги. Видеокарта RTX 5090 гигабайт. Твой замер показал стену VRAM впритык, декод 98, 32 гигабайта. Убирает эту стену, декод в компьютер лучше. Это закрывает твою главную нагрузку. Ты анализировал вообще скачанные файлы и тесты? Ответь мне, пожалуйста, исходя из скачанных анализов по тестам, дай мне вывод по DaVinci Resolve, что мне есть смысл брать. Сравни эти три видеокарты, дай мне короткий отчет, просто таблицей, цифры по DaVinci Resolve, исходя из тех параметров, которые я выбираю. Он
опять ленится, не хочет работать, и он мне отвечает всякую фигню. То есть вот этот наш исследователь, он намного более четко, ну вот он сразу дал картинку. Назвали исследователь, вот он и исследует качественно и хорошо. Так, 4090 снято с производства. По-моему, ее по... Это цены, я думаю, невозможно купить. Находи все товары на Амазоне, чтобы это было, ну, что-нибудь реальное, где можно купить, а не какие-то выдуманные цены, которые не существуют. MSRP это, ну, как бы заводская цена производителя, а Amazon это реальная цена, по которой все продается. Да, то есть за 2000 50-90 не купить, да, действительно дороже 4000, насколько я понимаю. А здесь тоже 50-80 за 1000 не купить. А что ты делаешь? Ты ищешь конкретные товары и скачиваешь PDF цены на этот товар. Так, метрики, что нагружается? VRAM, твоя стена. Я не думаю, что именно VRAM это стена, GPU эффекты. А я упирался там по производительности, работоспособности. URL, Resolve, Long. О, Encode, NVEC Speed. Не решает никакая. Decode. Так, а давайте это посмотрим. И проверим. То есть под нагрузкой, что у нас тут происходит? Decode. Он нам что пишет? Encode 0. Encode действительно 0. Видеодекод. Хорошо. Но он говорит, я упираюсь в 8 гигабайтов, но это же не так. Тут еще есть свободно. Так, VRAM 8 гигабайт впритык. 32, 24, 6, 16. Решает карта. 50, 80, 16 гигабайт. Усугубляет, ты уже уперся на 8. Decode, compute, GPU эффект. Главный прирост здесь. Плюс 19% на H264. Экспорт почти не важен. Энкодер у тебя и так не загружен. CPU. Не GPU вопрос. Камень
не апгрейд под эту задачу. Я хочу понять, что decode. Сравни по этому. Ну, я думаю, он понял. Берешь это, выигрыш у тебя идет по верам. Compute decode плюс 34. Ровно там. Ну, как-то дороговато. $4000. Если прирост потенциальный 19%, то проще взять то, что в 4 раза дешевле. Потом через время уже докупить, когда упадет в цене. Честно, сразу по декоду. Скачанный Packet Bench ничего не меряет. Проанализирую мою нагрузку, и, ну, точнее, я уже проанализировал нагрузку, и я тебе могу сказать там, что у меня видеодекод 98%, и это основное, куда я упираюсь. И я хочу понять по видеодекод с моими настройками, какая видеокарта мне будет более полезна для увеличения скорости. Ой, я не нажал. Получается, у меня видео decode 98%, а видео encode 0%. Поэтому нам нужна статистика по тому, какая производительность у этих трех видеокарт по видео decode. Найди ее, пожалуйста, и дай прямые ссылки. Так, он не может вытащить... Почему открывается сразу по 2? Если просто кликаю, ничего не происходит. А если с Ctrl, то сразу открывается 2. Ну ладно. Такой глюк. С ним будем работать. Так и останемся с ним. По-моему, качал, но лучше дважды скачать, чем один раз промазать. Ну, и теперь уже будет что скачать, чтобы у нас были цены. А сейчас я поскачиваю PDF-ы, ты их сохрани и оттуда вытяни цены в отдельный текстовый файл. Да, хорошо сохраняется. Ты не выполнил правила или ты его стер? Файлы из загрузок после того, как ты их обработал, надо удалять. То есть либо ты не обработал тот файл, который в загрузках, либо ты его не удалил. Но в любом случае правила не выполнены. Будь, пожалуйста, внимателен к этим правилам. Если их там нету, то добавь их. Так, это мы уже скачали. Это дубль. Это другой производитель.
такая же картинка. Здесь битая ссылка. А здесь это нету в наличии и нету цены 40,90. Здесь это тоже 40,90. Или это то же самое? Очень похоже на то же самое. 50,80 не в продаже. Не в продаже. 50,80. Ну да, то есть 1500 где-то будет. Там еще у них разные какие-то фирмы. Каждая фирма с разной скоростью чуть-чуть работает. Чип вроде бы один, но есть или разное охлаждение там делают, или как-то что-то вот так. Ну, то есть там есть еще разница, какой производитель делал обертку для этого чипа. Я когда пытался понять, работает ли по-разному чип, искусственный интеллект мне говорил, чипы работают одинаково, просто он перегревается и по-разному работает охлаждение. Во всяком случае, он мне так пояснял. Это не мои выводы, так что это ИИшка, а она может ошибаться. $50,90 даже по любой цене не продаются. $50,90 вообще просто не достать. Поэтому и цена так улетела в космос. Плюс 100% от цены, рекомендованной производителем. Да, вот листинги, но цены нету. Купить просто невозможно. Есть 4300. По-моему, то же самое. Я не до конца понимаю, почему здесь нету и не написано нет в продаже. Ладно, просто закрываем. Обычно тут кнопка «Купить» и цена. Тут я ее не вижу. Тут тоже я не вижу. $4700, ну, 4800 гигабайт. Давайте скачаем. Ну, считайте 5000, если там с налогами, потому что это же еще до налогов, так что это будет там 5-5100. Вот, а части нету. Не все есть. Я не знаю, там нужно ли это скачивать или нет. Ну это тоже, да, по двойному оно открывалось. А тут я не вижу, что точно такое же. Ага, точно такое же, просто, наверное, там я чуть-чуть листнул. Да.
Так, хорошо. Я его забыл отправить. Так, итог. Вердикт. Ну, Opus, он говорит, что лучше работает. Точные ссылки на реальные строки. По дифу без выдумок. Ну, отлично, значит, с Opus остаемся. Твоя автоматизация приема загрузок. Пока антракт, когда решишь коммитить, ревьюер попросит внести в них индекс, теперь корректно, без галлюцинаций, GPU. Исследование ждет скачанных оригиналов. Да, ничего, жди. Если будет какая-то задача, а может и не будет. Так, ты продолжаешь качать. Пошли страницы Puget Bench. Ну, он их разбрасывает по разным местам. А страницы более сложные, поэтому я так понимаю, что по-другому выписывает, как их надо парсить. Я с тобой хочу еще посоветоваться. Скажи, пожалуйста, если там играет количество вот этих вот физических микросхем, которые помогают кодировать, раскодировать, то есть ли смысл купить такую материнскую плату, в которую может стать там 2 видеокарты. А что ты по этому поводу скажешь? Насколько дороже такая видеокарта стоит? И вообще работает ли это? И будет ли работать DaVinci Resolve на 2 видеокартах? Допустим, на видеокартах 5080 это все равно будет дешевле, чем 5090, с одной стороны, а с другой стороны, по идее, это будет еще более производительно. Ну, это как идея. Вот что ты по этому поводу скажешь? Так, давайте отметим, чтобы я сюда уже не заходил, что тут плюсик. Тут плюсик. Они уже выполнили. И вот мы работаем буквально в этих в двух яишках. Исследователи и выводы. И давайте, пока они думают, мы здесь накачаем чего-нибудь. Дубли он все равно будет удалять. Так что мы сохраним только уникальные. Тут что-то есть. Вроде бы есть, но непонятно. Как-то вроде бы мало информации. Это похоже на то же самое. Это мы дали запрос конкретно на наш decode. Логин какой-то. Так, давайте почитаем.
Отличная мысль, и ты мыслишь правильно. Больше физических чипов, больше производительность, но именно в твоем случае это, к сожалению, не сработает. Проверил по данным Paget, объясню почему. 3 причины, почему две 5080 тебе не помогут. VRAM не суммируются, это главное. Две карты по 16 гигабайт дают тебе 16 гигабайт, а не 32. Каждая карта держит свою копию данных. Budget прямо. You cannot pull VRAM across cards. VRAM твое узкое место. Ты уже уперся в 8 гигабайт. А 2 5080 это те же 16, а одна 5090 настоящие 32. То есть ради чего ты затевал, не получится. Декод не делится между картами, это узкое место. Декод одного потока идет на одной GPU, второй картой ты декод не ускоришь. Плохо. Твой декод 98% лечится не количеством карт, а более мощным декодером на одной карте. Это как раз 6-е поколение 2X декодера, 2X скорость у 5080 и 5090. Вторая карта тут простаивает. Мультикарта ускоряет только GPU-эффект, которых у тебя нет. GPU 50%, GPU-эффект 3D, GPU 120%, но только на эффектах шумодаве, Super Slate, Fusion 3D вообще замедляется, а у тебя замер показывает эффекты не используется, encode 0, упор в декод. То есть мультикарта прокачивает ровно ту часть, которую ты не нагружаешь. И по деньгам это невыгоднее. RTX 5080 2000, ну почему? Ну он как-то цены не смотрел, по-моему. Это 1500, это 2300, ой, 4300. Так что это точно дешевле 2 купить, чем одну такую. Но еще дешевле купить одну. БП, доп. Расходы. Плата за 2 PCI. Больше тепла, шума. Обычный БП 850. Лицензия нужна Resolve Studio. Free 1 GPU. Studio тоже желательно. VRAM по факту 16 гигабайт, 32 гигабайта. Твой декод не ускорен. Хорошо. Есть ли там анализ по декоду, то есть как ведут себя видеокарты? Приблизительные вот эти вот цены. Это бэушные. Новые 1400, 2000. Какая между ними разница? Тоже там какая-то разная производительность. Тут 4300, 4800. Ну да, 5000. Ну да, самое дешевое это 50-80. Хорошо. Полные строки по каждой карте. Бонус ты дополнительно скачал NVDEC Application Note и статью. Decortex RTX 50 это первоисточник, который можно строго подтвердить мой ранний тезис про декодеры 5090, 5080 против 4090. Скажешь, сведу декод. Ну да, как раз вот это и хочу понять. Вот факт по декодеру.
Так, RTX 5090, 3 декодера, 5082. Как это меняет поведение, что нового в Generation 6 Blackwell из NVIDIA кодек SDK, в 2 раза пропускная по декодеру против прошлого поколения. Прямая цитата. А ты видел, что у нас работает, что у нас не работает? Вот конкретно статистика по производительности именно в DaVinci, она присутствует где-то вообще в интернете? Меня интересует конкретно DaVinci и вот 3 карты 5090, 5080 и 4090. Отвечают, ну, то, что нашли, но это не то, что я спрашиваю. Давай тогда рассмотрим вот такой вот вариант. Я хочу сейчас взять 5080, но построить материнскую плату такую, чтобы я мог потом поменять на 5090. И БП тоже такой взять, чтобы поставить потом туда 5090. Какую материнскую плату ты бы мне советовал? Этот исследователь как-то мне нравится, я не знаю почему. Мне он отвечает субъективно лучше, приятнее, чем вот этот вот выводы. Выводы, по-моему, как-то подтупливает что-то, я даже не знаю, как сказать. А исследователь вроде бы такой прозорливый. Так, хорошая стратегия взять задел под 5090 сейчас, но сразу важный нюанс: для замены 5080, 5090 материнская плата вообще не является ограничением. 5090 это одна карта в слот PCI и 5.0 16, она встанет в любую современную плату. Реально закладывается нужно под блок питания и габариты корпуса, а не под плату. Давай проверим точные требования 5090 по питанию. Проверил по официальным требованиям. NVIDIA теперь дам точный задел. Главное, задел делается под БП и корпус, а не под плату. RTX 5080 сейчас 360 Вт, а RTX 5090 потом почти 600 Вт. То есть 1000 ваттник тут должен быть, чтобы комфортно работал в пиковую нагрузку в половину своей мощности. Пиковые всплески до 450, а здесь до 900. Чтобы брать под будущую 5090 блок питания, это и есть твой задел. 1200 Вт, стандарт ATX 3.1 с родным разъемом без переходников, Gold, Platinum, конкретные модели Corsair, Big White. Бери сразу 1200 Вт, тогда запасом под 5090 мощный CPU, и не придется менять БП при апгрейде. Корпус часто забывают. 5090 огромная,
3,5-4 слота, 340 миллиметров длиной. Бери просторный корпус сразу, чтобы 5090 влезла. А вот плата зависит не от видеокарты, а от процессора. Любая современная плата здесь я бы хотел какую-то многопоточность, чтобы была у процессора. При этом я столкнулся с тем, что вот мой процессор i9 14 поколения, заявлено там что-то 5-6 гигагерц, но по факту, когда уже начинаешь вникать, то оказывается производителем заявлено не ниже 2.2 ГГц. То есть давай мы будем ориентироваться по тому, что изготовитель заявляет не ниже, чем под нагрузкой. То есть когда они говорят 5-6 там ГГц, то они имеют в виду, что из 16, из 32 там потоков работает всего лишь 2, и тогда они работают на 5 ГГц. Вот, а когда загружены все и длительное время, то тогда вот уже все опускается там до 2,2, в моем случае даже ниже, то есть проседает ниже заявленной заводом. То давай, наверное, подумаем, какой процессор будет лучше всего под вот такую вот многопоточность. Что ты мне посоветуешь? Ну, давай мы будем исходить из того, что даже текущий i9 14 поколения у меня полностью не загружается, и там еще есть запас прочности. То есть да, но там не сильно топ. То есть можно обычное что-то такое хорошее, но не супер-пупер. Да, объяснил ему. Выбери мне процессор не супер-пупер. Что-то я с исследователем все больше общаюсь. Игнорирую вот этого нашего вывода. Да, есть это именно то, что ты хочешь, самое конкретное у нас в файле. По DaVinci Resolve. Config 5090, GPU эффект, ага, это 2 RTX 5090. RTX 5090 топ результат 269, RTX 5090 стандартный это 236, RTX 4090 это 169. Ну, солидно, да, то есть 50%. Это 4090, а где 4080? 4080 в топ нашего снимка не попало. Числа по ней у нас нету. По статье Roundup ее место по overall чуть выше, чем 4090, но по чистому GPU. Реальный тест монтажа, пост, resolve, экспорт. Непонятно. NVIDIA блок экспортирует видео на 60%, чем, в общем, анализируются не те видеокарты. Ну, наверное, в любом случае 5090 дорого, 5080 вполне можно рассмотреть. Так,
поднял очень грамотный момент, и ты прав. Давай сначала зафиксирую твою логику, она верная. Про частоты ты прав на 100%. Заявление 5-6 ГГц — это буст. Пара ядер короткими всплесками, пока есть тепловой и энергетический запас. Гарантированный пол — это базовая частота при ТДП, то есть то, что держится на всех ядрах под длительной нагрузкой. Ну, это то, что мне надо. У А19 14 поколения базовая 2,2 ГГц, именно потому что при загрузке всех 32 потоков AVX нагрузкой он упирается в 250 Вт, и тепло сбрасывает частоты. Плюс у 13-14 поколений Intel была отдельная беда с деградацией, так что ориентироваться на устойчивый all-score частоту, а не на буст, абсолютно правильный подход. Да, уже прочувствовал на себе. Давай проверим актуальные цифры по кандидатам, чтобы советовать по факту, а не по маркетингу. Отлично, теперь данные есть, и они прямо подтверждают твою логику про устойчивые частоты. Даю конкретику. Моя рекомендация AMD Ryzen 9 9900X. Это ровно твой случай. Хорошо, многопоточно, но не супер-пупер топ. Напомни мне, пожалуйста, что там про виртуализацию. По-моему, как-то там Intel был лучше с виртуализацией или нет? Что там вообще? Смотрите, как интересно по потреблениям под нагрузкой. То есть Core Ultra 9 285К потребляет 250 Вт. А Ryzen 9 потребляет в 2 раза меньше. Греется, жрет, тротлит. Ну, Ryzen, да, вроде бы прикольно себя показывает. Один довод за Intel для полноты. У Intel есть QuickSync, сильный аппаратный декод. Твоя тема, но DaVinci с NVIDIA картой декод все равно идет через NVDEC видеокарты, а не через CPU, так что для тебя этот плюс Intel почти не играет. Ну да, абсолютно. Не планирую через процессор кодить. Так, наверное, цену надо бы знать на него. Напомню по сути и сразу разведу миф и факты, что реально с виртуализацией Intel против AMD. Оба имеют все нужное, это аппаратная функция, и она есть у обоих. Так, откуда взялась Intel лучше? Это во многом legacy восприятия. Раньше Intel экосистема виртуализации. Ну окей. Что по факту в 2026 Ryzen 9 990X полностью поддерживает SVM, вложенную виртуализацию Nested для проброса устройств, для VM, Docker, VSL2, песочница работает отлично. Ну вот, хорошо. Больше ядер OMD за те же деньги, лучше для запуска многих VM одновременно. Проброс GPU в виртуалку зависит больше от материнской платы, как разбиты. Вот, давайте вот это вот. Окей. Что по материнке? И выводы по процессору, именно сравнение вот так вот процессоры, ты запиши в правильную папку, там, где мы выбираем процессор. Я согласен с твоим выбором, который ты предложил. Спасибо, что ты мне его предложил. Прикольненько, хорошо. Потом уже как-нибудь глянем цены, что почем.
да, я как-то уже увлекся в общении с исследователем. В выводы не хожу, но, наверное, так и продолжим с исследователем. А он только записывает или еще и коммитит? Нет, не коммитит. А пусть у нас коммитит dev. Commit, push, merge. Смотрит, прочитал проект, не понимает, куда положить, чтобы это соответствовало логике, обращается к документации по проекту, проект-дизайну, но там этой информации тоже он не найдет, к сожалению. Так, прочитал план. Та-та-та-та-та. Критерий, слот, что нужно, зачем под будущее 5090. Есть на чипсетах таких-то. VRAM питания средний. Почти любая плата потянет, но запас под будущий CPU не лишний. IOMMU группы, хорошее разделение для проброса GPU в виртуалку. Тут лидер Asus ProArt и ASRock. RAM 4 слота DDR5 Expo 6000. Многопоточность, любит память. А почему 6000, а не 6400? USB 4 Thunderbolt желательно. Внешние RAW диски для монтажа. Конкретные кандидаты. Финал. Как дойдем до цен. Asus ProArt. Контент. Креаторская плата. Отличный VRAM. 10 GBE. USB 4 хороший. Идеально под твой профиль. Но не дешевая. Ну и советую две из них выбрать. Хорошо, давай теперь поищем цены, чтобы понять, сколько стоит какая из материнских плат и какие цены на эти, как его, процессоры. Ну, мы один, да, процессор выбрали. У него производитель один, AMD-шка, да, или там тоже какие-то разные производители есть. В общем, дай мне URL для скачивания реальных цен. Я это все скачаю. Ну и у нас будут хотя бы какие-то цены, чтобы от них отталкиваться. И я так понимаю, что дальше мы должны двинуться уже к выбору коробки, в которой это все должно находиться, которая должна быть большой. Хороший вопрос по производителю. Сразу ответ еще это важное различие. Процессор делается только сам AMD, в отличие от видеокарт. Ну, тут хоть это хорошо. Это один продукт от AMD. Разница бывает только бокс.
коробочная с гарантией versus OEM Tray без коробки. И просто разные магазины с разными ценами. Так что CPU ищем один товар у разных продавцов, а потом платим по платам разных производителей. Нашел реальные листинги. Как и с видеокартами, точную цену Amazon скриптом не отдает. Ну, сейчас накачаем. Не вопрос. Так, куда это меня перебросило? Часто дешевле, чем по отдельности. Например, Ryzen 9 плюс сразу плата. Да, на самом деле я бы не хотел процессор вставлять самостоятельно. Там, по-моему, такие маленькие специальные штучки, которые вставляются, и там страшно все запороть. Я когда собирал компьютер, это, наверное, в детстве было. Ну да. Выбор GPU, виртуалку, реально проброс GPU, виртуалку реально проверишь. Если нет, можно смело брать середину, Tomahawk и не переплачивать за креатор платы. Если честно, я не знаю, что это такое за виртуалка и что туда пробрасывать. Я не до конца понимаю, если это виртуальная машина или если это докер. В принципе, по текущим задачам я вижу, что я ничего из этого не использую в работе. Но надо понимать, что это и какая цена, ну, то есть в чем разница, то есть что мы экономим, если мы берем там, где это все хорошо, или там, где среднее. Так, а мы пока понакачаем. И вот этот выводы у нас поскачивает это все. Ну да, в сборе, конечно, мне сильно спокойнее будет это купить. Так, а восстановленное это не хотелось бы. Хотелось бы новое, здесь цены нету. Я не вижу цену. Давайте поклацаем разные. Накачаем. Нет, не заменить, а добавим тут в конец цифр, потому что, по-моему, это что-то другое. Так, это материнка. Разница $150, по-моему. Когда смотришь на цены по видеокарте, то там $150 между топовой материнской и средней. Нет, вот это уже, да, вот это уже там под 1000 стоит.
А, это уже с процессором, да, или нет? Если с процессором, то тогда круто. Ну и хорошо, что мы начали искать среди реальных товаров. Ну да, вроде бы это уже с процессором. Ну, прикольненько. А тут что за 3000 продают? Ну, давайте скачаем на всякий случай, чтобы была эта информация. Если это все related товары, связанные товары, то может будет полезно. Это то же самое только что скачали. Это, по-моему, тоже уже с камнем, ну, с процессором. Так, а это, ну, можно скачать, да, чтобы был обзор цен глобальненько так. А тут цены нету. И какие-то опции там натыкать нельзя. Вот это дубль. А тут цена есть. Да, ну процессоры стоят не так жестко, как видеокарты. Там 3000, тут $300. На фоне 3000 уже $300 как-то звучит. А, да. Так. Ну, максимум охлаждения, да. Есть ли ограничения по размеру корпуса, куда он станет? А, нет. Ограничений можно большое. Так, пауза. Так, продолжаем. Мои рекомендации. Ну и какие-то там... Давайте глянем, как оно хоть выглядит. И вторая штука. Images. Images. Ну, что-то такое прозрачное, да? Вот. В общем, какая-то коробка. Системный блок питания. А, ну вот такой вот. Ну, большой, солидный. Открывающийся. Удобненько. Реальные ссылки для скачивания. Ну, выглядит нарядно все. Выглядит функционально. По-моему, какой-то узкий.
Раскидай по папкам. Ну, то есть вот, да, у него watcher не запущен. Запусти watcher на загрузке. И не сработал. Так, где мы по план? Видеокарта. Ты знаешь, вот ты написал видеокарта 5090, но дорого. Видеокарта 5080, но с перспективой, возможностью поставить туда 5090. Да, собираем именно так. Да, идем дальше по списку. Кстати, DDR 6000 или DDR 6400, то есть что ты рекомендуешь, как лучше, может быть, она там 6400 заявленная, работает 6000, то есть что-то. Ну ладно, это уже когда доберемся до оперативки, ты мне расскажешь. Отличное решение, честно говоря, очень грамотно. Давай я подтвержу почему. Потому что это не компромисс, лишь бы дешевле, а реально верный ход под твой случай. Почему 5080 сейчас? Правильно для тебя декод твоя стена лечится полностью. У 5080 те же два декодера шестого поколения, что и у 5090. Нет, тут 3 декодера. Вроде бы. По твоему видеодекод 80. Ну, посмотрим. В 2 раза больше. Больше нужно под 8К тяжелые эффекты. Экономия идет не в ущерб задачи. Ну, посмотрим. У меня у товарища 5090, так что будет куда загнать на сравнение. Так, апгрейд потом будет простой заменой карты, БП, корпус, плата. Ну да, да. Теперь поправлю упоминание GPU в файле процессора, чтобы везде было согласовано. Да, ну, то есть он зафиксировал. Где это у нас выводы, сравнение GPU DaVinci MD? Ага, окей, хорошо. Файлы синхронизированы, GPU 5080 сейчас, 5090 потом. Теперь твой вопрос про память. Он как раз следующий по списку. Отвечу сразу. Тем более ты в точку попал с заявлено 6400, работает 6. Оперативка для AM5 Ryzen 9. Ответ DDR5 6000. Тут есть важная особенность. Именно платформа AMD AM5, из-за которой больше мегагерц, быстрее. Почему 6000, а не 6400? У Ryzen есть контроллер памяти и шина Infinity Fabric, которые работают в двух режимах. 6000 режим 1 к 1 контроллер синхронен с памятью. Самая низкая задержка, максимальная реальная скорость — это сладкая точка. AM5 ее рекомендует сам AMD. 6400 часто переключается в 2 к 1. Контроллер на половине частоты, задержка растет, и по факту такая память может оказаться медленнее, чем 6000 1 к 1, несмотря на
большую цифру на коробке. Некоторые экземпляры берут 6400 в 1 к 1, но это лотерея и ручная настройка без гарантии, поэтому 6000 сел. А ты знаешь, по-моему, у меня сейчас стоит железо 6400, которое выставлено на работу 5600. То есть так нет смысла делать, то есть более производительную брать, чтобы она гарантированно тянула 6 и аппаратно устанавливать 6. Нет такого ли в рынке? Ключевой CL30, низкая задержка, а не просто частота. 2 по 32 гигабайта с профилем Expo. Именно 2 планки, не 4. На M5 4 модуля заставляют контроллер сбрасывать частоту до 5200 и ниже. И стабильнее. Хорошие комплекты. G-Skill Flame, Trident, Corsair Vintage, Kingston, Fury Beast. Бери те, что в QVL твоей платы MCI. Так, я тут далеко не все понимаю. Очень хорошая мысль, и ты правильно ухватил саму идею запаса. Но давай разложу, потому что на AMD это работает чуть иначе, чем кажется. Почему? Твои 6400 сейчас бегут на 5600. Это почти наверняка не железо не тянет, а просто профиль не включен в модули. Из коробки всегда стартуют на безопасной заводской частоте. JEDEC как раз 5600, а заявленный 6400 это профиль XMP Expo, который надо активировать вручную на ноутбуках, а у тебя сейчас ноут. Этого переключателя часто просто нет в BIOS, поэтому память и сидит на 5600, хотя по факту умеет 6400 на десктопе. Ты это включаешь сам. То есть твоя потеря сейчас не из-за плохого железа, а из-за отсутствия активации. Твоя идея взять запасом и поставить 6 в целом верная, но на AMD не нужна. Логика купить более быстро и крутить ниже. Гарантия равно гарантия сама по себе правильная, и такая память на рынке есть. 6400, 6800, 8000, но конкретно на AM5 есть нюанс. Ограничение не сами чипы памяти, а контроллер памяти в процессоре. И вот он у практически любого Ryzen 9000 гарантированно держит 6000 в режиме 1 к 1. Это и есть заводская сладкая точка AMD. Из этого следует, комплект 6000 CL30 уже гарантированно тянет 6. Тебе не нужно покупать 6400 и опускать до 6 ради запаса. Запас уже встроен, 6000 это родной режим. Окей. Хорошо. А то блок питания надо покупать в 2 раза больше, чтобы был с запасом прочности, чтобы работал в пике на 80 своих процентов, да, поэтому я тоже тут распространил логику, оказывается, не распространяется. Хорошо. Купить 6400, чтобы крутить на 6000, на AMD не даст выигрыша. Модуль 6400 на 6000 работает не лучше, чем нормальный модуль 6000. Деньги на ветер. Окей. Что реально имеет смысл, если хочешь именно с запасом и гарантией, бери DDR6000 CL30 Expo 232 и просто включи Expo в BIOS. Это есть твое аппаратно поставить 6 гарантированно. Хочешь чуть лучше, 6000 CL28, более качественные чипы, чуть ниже задержка, это потолок здравого смысла для AM5. Да, давай посмотрим, что там по цене. По вот этим вот CL30 и CL28. Ну, как-то странно, вроде бы цифра меньше, 28, а ты говоришь, что они по цене будут дороже. Да, давай сравним.
И подтверждаю, что 2 по 32 гигабайта вполне мне сейчас хватает. То есть я в 64 гигабайта не упираюсь. Мне вполне комфортно работать сейчас. Да, твое наблюдение абсолютно верно. Давай сразу сниму этот парадокс. CL Cast Latency — это задержка в тактах. Чем число меньше, тем быстрее. Окей, да, тогда есть смысл. Make sense. Меньше ждешь. Задержку дают только лучше отобранные чипы. Их меньше, они дороже, потому что CL28 быстрее CL30, но дороже, хотя цифра меньше. Так и должно быть. Принято. 2 по 32 гигабайта, 64 гигабайта тебе хватает. Ищу реальные комплекты обоих типов для сравнения цен. Ну, разница там совсем небольшая. Переплата за неощутимое, 5% я бы доплатил $50, чтобы потом год пользоваться этим неощутимым преимуществом 5%. А я бы, наверное, выбрал CL28, то есть если там $50 переплата, и это на год или на несколько лет, то, я думаю, это вполне нормально. То есть оно того стоит. А скажи, пожалуйста, какие следующие планки есть по цене? Просто чтобы понимать, насколько они дороже. То есть следующие это уже 62, да, или что? Какие они по цене? Так, это скачаем. Нету их в наличии. И цена сильно дороже. Они сразу две продаются. Ничего они не продаются. Посмотреть все. Тут опции были. И в зависимости от опции... То есть здесь есть разница. Смогу я здесь из этого сделать Ctrl-P? Да, чтобы мы понимали цены. Тут цен как бы и нету, но это ничего. 64 вообще и недоступны. Где тут 28? То есть 28, 36, 36, 96. То есть оно как-то так написано. Хорошо. Эти как-то 1000. Вроде дороже, или мне кажется. 96 еще есть. Интересно, да. Давайте посмотрим, что там по ценам. Вот и следующий уровень. $500 сразу, да? Плюсом. В принципе, мне 64 хватает. И с запасом, то есть там расходуется 40, 50 когда-то.
Я не видел, что упираюсь. Так, ну, во всяком случае, это скачали. Возвращаемся к нашим. Watcher он работал, это не сбой, демон жив, я его лог доказываю, что он почему-то решил, что не сработало, не было всплывающего окна Windows, причина 2 системные вещи, обе теперь починены, Burn Toast не был установлен, поставил PowerShell, окей. Ну, давайте глянем. Да, он все подтянул, все сделал. А все, что ты сделал, задокументируй, чтобы в будущем было все хорошо, работало качественно и без сбоев. Ну и мерджи. Так, моя рекомендация 6000 SL28, твой выбор уже отлично. А если душа просит максимум, 6000 сел 26, но это плюс 40 за 2% задержки, в DaVinci незаметно, выше по частоте не ходи. Есть еще CL26, но я уже думаю, окей. 2%, ладно. Настоящая верхняя ступень. Топ для AMD. Я думаю, нормально. Оперативка. Хотя оперативка может влиять. И $50. Так, вот он 26, да? Какая тут цена? Currently unavailable. Да, найди. Скорость оперативки при тестах. Ну, тестов у нас не так много и не так часто. В принципе, в оперативку и в процессор мы не упираемся. На самом деле, основные ограничения это по видеокарте. Ну, просто глянуть даже цены. Интересно. Недоступно, недоступно, недоступно. А, 1300. Подхватил, качает, хорошо. Мерджи. Ну и сейчас гляну, то есть вот это
станет красненьким или беленьким, должно стать. А что у нас дальше по плану? Ну, по плану у нас дальше охлаждение центрального процессора. Такой радиатор с пропеллером. Дефицитный товар, быстрая оперативка. Так, охлаждение ЦПУ и цены. Остался один компонент, охлаждение процессора и потом финальный свод. Хорошая новость. 9900X всего 120 Вт. И греется слабо. Мы ради этого его и брали. Его не нужно заливать топовой водянкой. 2 пути. Да, это очень приятно. Воздух башни, вода. А ее легко запасом, с большим запасом. Надежность выше, нечему течь ломаться. Помпа, точка отказа. Очень тихо. Цена. Поставил и забыл на годы. Вид плюс запас под будущий CPU. Моя рекомендация под 120 ваттник, хорошая башня. Это надежнее. А тише, в простое и дешевле. Охлаждение хватит с избытком. Конкретно. Окей. Давит 9900 без проблем. Дай ссылки. Проверим только высоту. И LAN Call 3 она умещает башни. Влезет. Новая версия 2024 года. 2 года назад. Так, он... переписывает тут что-то. А чё он стер? Потому что это должно быть в отдельном документе. Download Watcher. То, что полное описание ты удалил, это правильно, потому что это оглавление, а не энциклопедия, но оглавление надо оставить, где находится, чтобы там искать. За ними глаз да глаз только. Исследователь хороший. Я его отмечу как хороший. Не просто нормальный, а как хороший. Спасибо за отзыв.
Вот ссылка есть, оригинал и новая версия G2. Это мы уже скачали. Но выглядит очень солидно. Так, а здесь, ну, интересно даже глянуть, как оно было до этого. Ну, чуть-чуть меньше башни. Представляете, такая конструкция, чтобы камень остудить. Ну, шикарно, конечно. Тут есть реальный подводный камень, NHD-15 двухбашенный, его передний вентилятор нависает над слотами RAM с высоким RGB-планками. Trident, который мы смотрели, для передний вентилятор придется поднимать, а это уже риск упереться вверх корпуса. Решение взять низкопрофильную память без RGB, G-Skill, Flare идеально дружит с тогда никаких конфликтов. А что такое RGB? То есть оно хорошо все работает? А то, когда произносится, что без чего-то, такое ощущение, что я что-то теряю. Да, G2, я планирую брать G2, вопросов нету. Я его уже скачал. Хороший вопрос, я сразу успокою, без RGB ты ничего не теряешь. Что такое RGB? RGB — это просто декоративная разноцветная подсветка, светящиеся огоньки на планках, памяти, вентиляторах и так далее. Аббревиатура от управления LED, которые могут светиться любым цветом и переливаться. Важно, RGB — это чистое украшение, но скорость, стабильность, надежность, объем, температуры, ноль влияния. Память без подсветки работает абсолютно идентично. Бит в бит с той же скоростью, единственное отличие — она не светится. Без RGB для твоей сборки это даже плюс, а не потеря. Если честно, я бы не хотел никакую подсветку. Я думаю, она меня будет отвлекать и раздражать. Так, CL26. Ну, мы 26 и не выбрали, мы 28 выбрали. Так мы же, по-моему, 26 CL не нашли, у нас только 28 есть.
Если подсветку можно включить и выключить, то тогда корпус можно с подсветкой, чтобы, если захочется посмотреть, что там внутри, можно было включить и посмотреть, требует ли чистки и немного ли там пыли и все остальное. Так, ты прав, как раз стыкуется с твоим отказом от подсветки. Давай зафиксирую точно так. Сел 28, ниже задержки. Окей, память. Amazon, скачать. Все компоненты выбраны и согласованы. Свожу это в финальный MD. Файл. Ну да, такая не дешевая. Так, и вот еще наша башня. По-моему, мы ее уже скачивали, да? Так, ну как-то цена странная. $2000 за коробку не может же платиться. $2500. Так, для проверки пыли подсветка не нужна, фонарик, ну да. Но если разница в цене небольшая, обычно тебе приятна сама опция «захотел, подсветил», минусов нет. Да, сведи мне, пожалуйста, в такую таблицу, то есть название, цена, ссылка, где это есть, мы видим в первоисточниках, то есть что это действительно есть в наличии, и общая цена, что там получилось. Так, давайте глянем, он вообще скачал, да, все скачал из загрузок. Так что выводы у нас эффективно скачивает и распихивает по папкам. Давайте посмотрим, да, он все смерджил. Говорит, что изоляция не настроена. Но я не хочу здесь настраивать изоляцию. Здесь они работают поочередно. Я не знал, что исследователь замерджит на какой-то стадии все свои правки. Я его подстраховал, он потом все это сделал. Ну окей, классно. Молодец. У него есть сложности с определением фактической цены товара. Старается как-то
разрешить эту сложность. Так, ну что там по цене? Там по цене получается где-то $3000, да? 1500, ну, хотя смотря сколько видеокарта от 1500 до 2, по-моему, стоит. Это уже сразу. А оперативка уже 1000. А материнка ну, то есть 4 где-то, да? Так, видеокарта, процессор, плата, память. Два момента, которых обязан сказать. А память шокирующе дорогая. За 64 гигабайта. Это не ошибка. В 2026 году дефицит DRAM. Цены взлетели на той же странице. 32 гигабайта. 450. Память стала в 2 раза по стоимости после видеокарты. 30% бюджета. Варианты взять 32 гигабайта сейчас вдвое дешевле, но у тебя при рендере в работе было 28 гигабайт, то есть 32 рискованно впритык. Да нет, до 45 раскачивается. Подождать падения цен на DRAM, брать 64 как есть. Это сейчас главная горящая статья бюджета. Реши, как поступать. Блок питания не выбран и не скачан. В смете стоит грубый ориентир. Все одобряю, все хорошо. Хочу у тебя спросить, мне самому страшно ставить процессор в материнскую плату. По-моему, там маленьких штрихов, насколько я помню, много. И их надо как-то по-хитрому там расположить, чтобы оно все там корректно стало. То есть вот именно эту стыковку я бы побоялся делать. Ты говорил, вроде бы есть там уже соединенные. А что они по цене? Сильно дороже или хорошая цена? И как ты считаешь, смогу ли я сам поставить процессор, чтобы он корректно работал? Ну да, давай по блоку питания еще подберем конкретную модель и выберем. И ты не выполнил, не до конца выполнил мою задачу. Цену и наличие ты сказал, а ссылку я просил добавить, ты не добавил, потому что, ну, мне же надо проверить факт наличия. Понял твою тревогу, давай разберем, потому что тут есть важное недопонимание, которое я сам же создал и хочу его исправить. Сначала гляну цены комбо. А по памяти я боюсь, что мы не сможем никуда двигаться, то есть надо 64, потому что очень часто я наблюдаю там 45 гигов занято, то есть до 32 двигаться точно нет. Хотелось бы двинуться до 90, но в принципе в этом необходимости нету. Ну и по скорости я бы тоже хотел двинуться, но тоже там вообще дефицит, так что да, то, что есть, вполне пусть будет.
А что-то Хэнди как-то перестал записывать. Ну ладно. Хороший вопрос. Я рад, что спросил, потому что у тебя случайно вел своим словом комбо. Давай все расставлю по местам. Сначала развею миф. Комбо — это не собранное вместе. Плохо. Комбо CPU плюс плата, которые мы смотрели, это просто скидка за покупку в комплекте. Процессор там лежит в своей коробке отдельно. Ставить его все равно тебе сам. Так что от твоего страха комбо не спасет цены. Для справки. Наши по отдельности. Вариант цена 588. Комбо. Чуть проще томагавк. Ну там небольшой зазор. Премиум плата. То есть мы собрали чуть-чуть более лучшую версию томагавка. То есть комбо с MCI даже на 19 дешевле, чем брать раздельно. Но повторю, это не сборка, а только цена. Теперь главное, бояться установки на AM5 почти не нужно. Ты помнишь много мелких штриков. Это был старый AM4, где тонкие ножки торчали на самом процессоре, и их легко гнули. Ну да. AM5, наша платформа, все наоборот. Ножки спрятаны в сокете платы, а у процессора снизу плоские золотые контакты. Сам процессор трогать безопасно, гнуть на нем нечего. Это очень хорошо. Установка идет по принципу нулевого усилия. Процессор ложится сам под своим весом, давить нельзя. Как это делается? 3 шага. Поднимаешь металлический рычажок сбоку сокета. На углу процессора золотой треугольник. Совмещаешь его с треугольником на сокете. Плюс есть позыв встанет только одним правильным способом. Аккуратно опускаешь процессор, он сам ложится ровно, закрываешь рамку, опускаешь рычажок. Вот тут усиленный рычаг, это нормально. Все, установка процессора — это самый простой шаг сборки. Реально сложнее потом поставить кулер NHD15 термопаста крепления. Насколько я помню, как раз здесь у меня страха не было. Термопасту намазал, чуть-чуть притер и поставил. Но это по инструкции делается. Можешь ли сам? Скорее всего, да. Если будешь аккуратен с треугольником, да, я думаю, да. Но раз компоненты дорогие, тебя тревожно, то безопасный путь стресса — купить в магазине, который соберет за тебя, например, Microcenter, который и продает эти комбо, делает сборки в магазине, или отнести комплектующие в любой локальный компьютерный сервис, установку CPU кулер и сборку целиком сделает за $40-150. Не знаю. Он вечно цены указывает, там одна цена, потом она вырастает в 2-3 раза. Так, хорошо. И я помогу, говорит, ты какой бубочка. Мой совет — установка процессора тебе по силам, и я помогу. Согрел душевно. Но если хочешь спать спокойно, дай на сборку связку процессор-кулер. Плата в сервис — это самая тонкая работа. Да вроде бы был опыт накидывать на процессор уже сам термопасту и вот этот вот охлаждающий элемент, так что здесь у меня как раз тревоги нету. Если у процессора нету штриков уже у современного, то это уже замечательно. Тогда двигаемся. Я насчет виртуализации не понимаю. То есть вот MCI Pro и Asus ROG, я так понимаю, что премиум плата отличается чем? Да, то есть вот за что берут $300 плюсом?
Да, преимущество, когда у меня открыто там 5-6 вкладок, я как менеджер не простаиваю. Мощнее VRM, питание CPU для разгона и топ 16 ядерников. 9900, 120 Вт тянет любая плата. Больше M2 линий PCI и 5.0, много NVMe дисков. Тебе хватит одного-двух дисков. Сеть 5-10 гигабит. Домашняя 10G сеть. Нет такой сети. А у нашей материнки какая сеть? Ну, потому что мне интересно, я сейчас сижу на 1 гигабит. В принципе, мне хватает. Просто хочу понимать, какая у нашей материнки там, если кабелем воткнуть, то что она тянет. Лучший IOMMU, проброс GPU, виртуалки с пробросом видеокарты. Ты не используешь VM. Больше USB 4 портов, куча внешней периферии. По желанию. Аудио получше, RGB, радиаторы, вид, эстетика и звук. Какое аудио? Вот тут и всплывает виртуализация. Один из аргументов за премиум. Лучшее разделение IOMMU группы для проброса видеокарты в виртуалку. Но мы с тобой выяснили, что ты VM не используешь. Этот пункт для тебя пустой. То есть за виртуализацию ты доплачивать смысла не имеешь. Вывод: премиум плата тебе не нужна. Я же потом могу поменять, если что, правильно? Все 180-300 доплаты уходят на вещи, которые ты не задействуешь. Разгон, лишние M2, 10G сеть, проброс GPU, RGB. Твой профиль 1 GPU, 1 процессор без разгона, память 6000 без виртуалок. Для тебя достаточно MCI в дешевом комбо или нашем MCI Tomahawk. Обе примут 5080 и будущие 5090. Спокойно питают процессор и держат память. По деньгам комбо даже чуть дешевле. Он сказал, что то, что он набрал мелкие плюсы Tomahawk, чуть лучше VM, сеть USB. Бери комбо. Ну, я не возьму комбо. Так. Середину с запасом — это Tomahawk. Ты сейчас 1 гигабайт, а порт тянет до 5 гигов. Ну да, это классненько. То есть у меня к дому может подводиться 3 гига и, по-моему, 5. 10 у меня, по-моему, нету. Да, по-моему, тут 3 я могу провести к себе еще. Чтобы реально получить 5 гигов, нужна вся цепочка на эту скорость. Роутер, свитч. А второе устройство я набираю NAS и кабель Cat5e+, для 5G, который... Окей, хорошо. Короче, тебе с головой 1 гигабит.
Остался последний не сведенный комплект блок питания. Так, виртуализация, виртуализация, виртуализация. В принципе, да, сейчас не работаю с виртуализацией. Подобрать пару конкретных моделей, найти ссылки. Да, делай. Так, что там по цене получается? 3600, да? Но это до налогов. То есть это будет, наверное, почти 4. Основное это видеокарта и память. Странно, что процессор так дешево, материнка так дешево, по сравнению с этими ценами. А скажи, если у меня достаточно много места, ты говорил, что там может что-то не поместиться, там башня, там еще что-то там впритык, а может нужна коробка, корпус более большая, то есть у меня проблемы с этим нету. А скажи, что тут как? Так, накачаем сейчас. И это тоже не космос стоит. Не как видеокарта и не как оперативка. Вычислительные мощности питать наша. Хороший вопрос. Давай я честно разведу тесно и просторно, потому что тут важный нюанс. Та оговорка может не влезть, была про маленький корпус. Вывод. Тебе не тесен, это просторный корпус. Раз места у тебя много, есть опции еще просторнее. По желанию не обязательно. А если хочется максимум воздуха и удобства сборки, можно взять Full Tower. Да, то есть мы строим под 50-90. Если можем взять Full Tower, какой-нибудь более просторный, то дай мне, пожалуйста, ссылки. Если память мы еще не скачали, ты говоришь, что... Проверь вообще, что мы скачали, что не скачали, потому что ты не все тут указываешь. И я думаю, может быть, это из-за того, что... ты это не указываешь из-за того, что нет смысла указывать, это маленькое. Или гарантированно помещается, понял? Так, смотрим. То есть она выше, а по ширине такая же. А что там цена? 300 вместо 150, 250, да? А это вообще недоступно.
Доступно. Ну, тоже 200 баксов. Нарядно выглядит. Тут 260. $270. Тут вентиляторов нету, да, наверное? А там сразу с 4 вентиляторами. Там, по-моему, одна башня без вентиляторов, а вторая с вентиляторами. Огромные радиаторы, отдельный обдув, выделенный поддув, GPU снизу, лучше для горячей. Цена скачанного. Выделенный продув, GPU снизу, лучше для горячей 5090. Да, но его там нету. Так, что нам еще осталось? Память мы скачали, она на месте, ты засомневался, но все ок. Что не скачано, не выбрано, блок питания, накопитель SSD. Мы же еще SSD не купили. Вообще будет дорого все. SSD еще сейчас потянет. Да, я про SSD забыл. Ты прав, идет в комплекте. Для монтажа нужен объемный, быстрый диск, видео тяжелое, подобрать под систему проект опция еще один под медиа. А сейчас кодит медленно, поэтому диск вообще почти что не задействован. То есть он читает и пишет 600 мегабайт в секунду, а при кодировании там идет 10-20 мегабайт в секунду. Так что быстрый диск под тяжелое видео, не хватает видеокарты для того, чтобы так загрузить жесткий диск, поэтому нету такого, что мы упираемся в скорость жесткого диска. Так, смотрит башню, вентиляторы, 2 радиатора. Докупать ничего не надо. Стандартная установка. Как это? Что? Здесь есть вентилятор? Ну, вот первая картинка. На этой первой картинке вентиляторов нету. Здесь вентиляторов нету. Что идет в комплекте? Где тут есть, что идет в комплекте?
На испанском что-то написано. По-моему, только коробка идет. Item details. From the manufacturer. Но тут выглядит все, как будто бы оно уже соединено. Но непонятно, если это в комплекте. Но я бы думал, что ничего нету в комплекте. Этот товар предусматривает ли, что внутри есть все вентиляторы, или это только коробка? Ну что, двигаемся дальше. Выбираем SSD. Он уже выбрал. Так, ну я сейчас, конечно, фонарею с 4 гигабайт, наверное. Тоже 1000. 4 гига. В какой степени мне это необходимо? Два тера. 400. Что у меня сейчас? Сейчас у меня почему-то занято больше 2 гигабайт, и я думал, что я ничем не занимаю диск. То есть мне все-таки нужен 4 гигабайтник. У меня здесь только такие вот временные файлы, все равно так забился диск. Угу. Получается 4 гига надо. 4 тера. Почему именно он? 4 терабайта, комфортный объем под тяжелое видео, реже чистить, надежнее заточен под контент контейнеров, скорость 7000 мегабит в секунду с гигантским запасом под твои 1020. Это действительно гигантский запас под мои 1020. Так, давайте еще раз почитаем, то есть он что советует. Ну и глянем, пока мы помним, что тут. Этот товар поставляется без вентиляторов. Просто корпус. Так, 4 тера. $720. Ну, как-то даже дешевле, чем 2 тера. Ну вместе так оно и получается, да? 4.
7000. Какие цены? 859. Скорость доступа к файлам, наверное, критически важна, потому что файлы читаются с диска, и скорость нам важна. Нет смысла там брать быструю оперативку, а потом медленную память. Хотя в 2 терабайта, я думаю, я тоже помещусь. Так, а Samsung с какой скоростью читает, записывает? 7250, даже лучше. И стоит дешевле. Давай ищем, какую коробку купить с вентиляторами. Так, глянем, насколько наш распарсер. Да, выводы успешно парсят наши загрузки. Antec Fuse Pro, моя рекомендация. Давайте глянем. Выглядит как Lian Li Lancôme 3. Full Tower. Вроде бы пишет Full. Full Tower. А цена хорошая. Визуально так и не скажешь, что Full Tower. Ну окей. Прикольненько. Выведено еще сюда показатели температуры процессора и видюхи. Это приятненько. Панели под дерево. Ну, я думаю, это пластик там будет за такую цену.
Я думаю, черный нормально, белый не надо. А Samsung вроде бы даже больше, чем 7000 мегабайт в секунду. Давай собери, пожалуйста, финальную сборку. Так, 164 мегабайта в 34 PDF в git. Это будет тормозить клон и пухнуть историю. Вариант сейчас на ветке. Все нормально. Ну да, 7000, 7250, больше, чем 7000, хотя мне 600 хватало. Абсолютно так. Я только пару раз видел, что диск 1200 показал и то чтение, а не запись. Так что какая фактическая скорость там диска, я даже не знаю. Я тебя не понимаю, я тебе говорю, что мне нужна таблица с ссылками на то, что покупать, а ты мне усиленно ссылки не хочешь ставить в таблицу. Сделай, как я хочу, а не как тебе удобно. Мы не ставим приблизительные цены. У нас же есть конкретная ссылка, и цена вполне определенная. SSD и BP. А что значит не закрыто? Найди и посмотри. Так все же уже скачали, ты просто зайди и посмотри, обнови данные. Корпус Full Tower я скачал, уже есть, цена есть. Да, последнее то, что ты предложил, хорошее. Там цена около 200, и все в комплекте вроде бы есть. Есть ли здесь в комплекте вентиляторы или это только коробка? Корпус и 3 вентилятора. Кликайся. Ну да, он не заходил и не смотрел цены, он думал, что еще ничего не сделано. Я же, сравнительно сразу закачиваю. Че он поудалял все?
400, 4500 получится где-то. Да, это не топовый десктоп. Получается, топовый был бы где-то 8. 8-10. Корсар недоступен временно, ну и хорошо. Возьмем какой-нибудь другой. Я у них клавиатуру купил, там кнопка отвалилась, поэтому я боюсь. Куплю сейчас блок питания, а он не запитает что-нибудь. $4300, ну да, будет 4500 с налогами. О, есть ссылки. Ура, у нас есть ссылки. Давайте глянем визуально. То ли это все. 2 открываются, одну закрываю. 2 открываются, одну закрываю. И дальше по такой же логике. Так, интересно, там есть какая-то рассрочка от Амазона. На всю корзину. Итоговая файл конфигурация топ-1. Только перенеси, что это конфигурация не топ-1 видеокарта, потому что топ-1 видеокарта это 5090, а у нас 5080. Поэтому это у нас то, что минимально, или как-то там вот так вот написано. Туда перенеси, пожалуйста, эту сборку. Это точно не топ. Это рабочая лошадка. По-моему, не 6 вентиляторов, а 3. BP MCI. Даже лучше, 1250 Вт. BP, блок питания. Окей, отлично. Мне так сильно спокойнее. 10 лет гарантии, какие крутые. Что изменилось в этой итерации? Корпус, фон и заметка, память SSD, 41 бюджета из-за дефицита DRAM, NAND. Если захочешь сбить цену, временно 32 гигабайта RAM, 2 терабайта SSD доставить, когда рынок остынет. Да он не остывает уже сколько. Он только накаляется, по-моему. А на производительность твоей задачи 4К это не повлияет. Сборка полностью укомплектована, задокументирована, хочешь смерджер все финальные файлы. Логично, топ это 5090, а у нас 5080, то есть это минимальный бюджетный вариант, переношу в конфигурация дешево. Так. Готово, файл перенесен в дешево. Заголовок обновлен, теперь явно помечено. Логичный следующий шаг, раз уже есть задел под 5090, хочешь соберу параллельно
топовую систему. Да не, не хочу. И теперь второму и даем задание. Определи, почему эта сборка не будет работать оптимально вместе. Так, какое-то зарядное блок питания, какая-то коробка, какая-то башня, которая охлаждает. Центральный процессор, планка памяти. Отдельно это как его материнка. Отдельно камень. И отдельно видюха. Прикольно, 4080 и 5080 отличаются там буквально на сколько? На $80. WindForce OS дешевле. А это не понимаю. А это наоборот намного дороже. Так, я тут уже что-то натыкал, я сразу из конфигурации лучше тыкну. Чтобы не было... Одна вкладка открылась, прикольно. Баг ушел, покинул наш компьютер. Хорошо. Ctrl-Enter. Проверяю по твоим же первоисточникам. Главная причина: GPU воюет с целью проекта. Проект на твоем реальном замере VRAM 8 впритык. Так, зафиксирован в нужном журнале. 5080 нет, 16 гигабайт не на вырост. 4090, 5080 по компьютеру. А сборке GPU ровно RTX 5080. Это та же стена. Ну, стена. Сейчас 8 и лэптопная, это 16 и десктопная. Лэптопная с питанием сколько? 120 ватт. И это с питанием сколько там? 300 или 400 ватт. Так, декод всего лишь в 2 раза будет лучше. Декод как раз ок. Как у 5080, но это не главный твой дефицит. А что у меня было главный дефицит? Декод. Декод как раз и был основной дефицит. Именно в него и упирался. То есть, получается, мы в 2 раза... По-моему, здесь 3 NVDK. Или нет? По-моему, 3. VRAM, Compute. Я не согласен. Короче, я с ним не общаюсь, потому что, по-моему, он странные выводы делает. Бюджет распределен наоборот. RAM, SSD, вместо того, чтобы купить GPU. Бюджетная 5080. Я же говорил, что это
дешевая версия. Ругается, что это я хочу взять дешевую комплектацию. Для GPU VRAM Bundle задача деньги сконцентрировать не на бутылочном горлышке. Сам же файл предлагает временно 32. Этот резерв логично перелить на 4090 или 5090. Третья причина апгрейд путь купить дважды. Концепция 50-80 сейчас, 50-90 потом, без переделок ты платишь 1438 за 58, потом продаешь ее с потерей, доплачиваешь 1400 за... не 1400. Он просто в ценах не понимает. Обвязка BP, PCI, Full Tower уже построена под 50-90. Это и выйдет, что 50-80 здесь временная заглушка, вокруг которой переплачено за вырост. Ну, там на 3000 дороже, там как весь этот компьютер, если купить 50-90. А четвертая память может не поехать на заявленных CL28 в Sweet Spot в режиме, но это легко на single rank. У тебя dual rank. Это серьезная нагрузка на контроллер памяти. Реалистичный исход придется ослабить до CL30 или донастраивать, иначе нестабильность. Ну, вот этот вот вопрос я не понимаю. Давайте посмотрим. Прокомментируй, пожалуйста, вот это мнение, но коротко. Мнение грамотное, корректное, соглашусь почти полностью. Коротко, верно. 2,32 гигабайта, это Dual Rank, нагрузка на контроллер памяти 9900X выше, чем у Single Rank 2.16 Expo CL28. Это профиль, а не гарантия на твоем конкретном IMC с 64 гигабайт. CL28 может не завестись стабильно, придется ослабить до и крутить сабтайминги. Уточнение в твою пользу. Под вопросом именно тайминг CL28, а не сама частота 6000, режим 6000 1 к 1 на Zen 5 держится из Dual Rank 64 гигабайта, то есть 6000 ты почти наверняка получишь, спорно лишь именно CL28. Почему это не проблема для тебя? Откат в Давиче ты не заметишь. Мы уже обсудили разницу 2%. Это вроде было 3,5, уже 2%. Вот жулики. Яишки. То есть худший исход. Память просто работает на CL30. Это не потеря, а норма. Вывод: мнение справедливо. Оптимально из коробки. Не гарантированно заложи время на возможный тюнинг. Или сразу ставь Expo, нестабильно, CL30 и забыл. Стоппером это не является, в твою задачу не влияет. Если хочешь вообще без возни, это лишний аргумент, что гнаться за CL28 не стоило, и CL30 был бы спокойнее. Но раз память уже в смете, просто держим CL30 в уме как запасной вариант. Ну, там разница $50 на сумме в 4280.
Я думаю, это вообще ни о чем. В общем, он ничего не нашел. Вроде бы совместимое. Так. А там еще мне говорят, что на видеокарте 4090 я буду лучше и быстрее рендерить в DaVinci, чем на 5080. Это так или нет? Так, интересно накидать в корзину и посмотреть действительно, сколько оно будет по цене. Так, add to cart. Подсаживают еще на гарантию. Так, а получается... Тысяча 449 разделить на 16,99 это сколько? 85. То есть если покупать за 17 месяцев, это дороже, но если взять 17 умножить на 24, это сколько будет? Ой, 17 умножить на 24, это 408. Все равно это... за 2 года. А сравни мне, пожалуйста, вот эти вот планы, я их не до конца понимаю. То есть, что такое Complete Protect за $17 в месяц, что оно мне дает, и защищает ли это мне весь компьютер полностью или нет? Я имею в виду, если будет куплено все по запчастям, то вот эта вот штука, она покрывает сразу всю сборную солянку или нет? Так, AMD, допустим, та же штука. На 4 года здесь или $17 в месяц какая-то страховая. Ну, прикольно, молодцы, зарабатывают. То есть человек вначале выбирает что-то дорогое, потом ему говорят, оно ж может и не работать. Хочешь защититься от того, что оно не работает, упадет, прямо физически упадет, разобьется на части. Ну, он молодец, смелый, зашел, смотрит. Разобрался с обоими планами, вот сравнение и ответы на ваши вопросы. На странице предлагают два разных типа защиты. 4 года. Разовый платеж — это страховка только на одну конкретную видеокарту. Complete Protection — это совсем другой формат. Это не разовая страховка на один товар, а ежемесячная подписка, которая покрывает сразу все ваши подходящие покупки на Amazon. А что в нее входит? Защита всех подходящих покупок, Amazon, техника, инструменты, бытовая техника, мебель за одну
ежемесячную плату. Покрытие покупки задним числом за последние 90 дней плюс все будущие подходящие покупки. Защита начинается сразу. Покрытие поломок и неисправностей плюс падение, проливы для портативных вещей, кибербезопасность, защита от мошенничества и в почте СМС. Подача заявки онлайн с возмещением до стоимости покупки. Лимит выплаты до 5000 за 12-месячный период. Подписка продлевается ежемесячно, отменить можно в любой момент. Так, сборная солянка, да, по сути, Compare Protect — это именно тот вариант, который подходит, если вы собираетесь компьютер по запчастям. Он покрывает не один товар, а все подходящие покупки. Так, то есть через Amazon купить видео. Так, но есть важные оговорки, на которые стоит обратить внимание. Покрываются только подходящие eligible покупки именно с Amazon. Если вы купите какую-то деталь в другом магазине, она под защиту не попадет. Есть исключения: товары, используемые в коммерческих целях, не покрываются. Это не защита всего компьютера как единого устройства, это защита набора отдельных товаров, каждый из которых должен быть подходящим. Это постоянная ежемесячная подписка 200 в год, пока вы ее не отмените. Ну, круто. Давайте наклацаем в корзину. Эту закроем. Что-то у нас MCI 1250 ватт. Шикарно. Выберем эту же штуку. Так, башня наша. Черная или белая? Наверное, черная. Тоже подходящая и тоже под эту одну единую страховку. Я думал, в конце quantity количество страховок будет 8. Ну, это была бы ошибка явная. Так, добавить в корзину. Уже 2000. Тут вот меня соблазняют на то, чтобы сэкономить 144. Ну, давайте посмотрим, что это такое. Capital One банк запустил свою такую штуку, где он предлагает скидку. Где тут New или это восстановленное? Особо не написано. А почему не хочу здесь покупать? Потому что хочется, чтобы все вместе было под гарантией. И под гарантией, если уже гарантия там, то вот видите, привязывают к одной площадке. То есть тут дешевле, вроде бы, да, new, новая. Опечатанная коробка. Ну, круто, молодцы. На eBay, я не знаю, или без налогов как-то там сделали, или еще что-то. Ну, то есть, правдивая цена, как там сколько было? 500, ну, 600. Тут 720. Ну да. Добавить в корзину. Это не eligible товар. Если он не eligible товар, то тогда опять возвращаемся сюда и засматриваемся на вот эту экономию в 150. Capital One, спасибо тебе.
тут нету варианта вот через ту общую страховку, чтобы это подтянулось. Получается 4 терабайта. Давайте сравним все показатели. Скорость записи тут какая? Ну да, вот написано 7250. Хорошо. Добавить в корзину. Не знаю, я как-то Samsung доверяю. Я покупал память, вроде бы плохого ничего не могу сказать. Здесь вот это есть защита, так что хорошо. Отмечаем. Закрываем, закрываем. И последнее это процессор. А здесь он соответствует критериям. Три 300, 3 400. Ну потому что здесь вот лежит вот это за 600 еще. Так, ну что? 3, 3, 8, 2, 8, 5 плюс 5, 9, 5. До налогов 4000 долларов компич. Это дешевый вариант. Но такая рабочая лошадка с возможностью потом доставить другую видеокарту, то есть эту продать. И если появится какая-то новая, и это упадет в цене, то можно ее уже будет купить тогда. Ну что, желаю всем приятных покупок, чтобы вы могли себя порадовать хорошей техникой. Вот, и выбирать то, что хочется. Желаю вам создавать проекты единороги и желаю вам финансового благополучия. Спасибо за лайки, подписки. Всех благ.